Немцы хоронили его как героя. Советский солдат, в одиночку уничтоживший танковую колонну. Николаю Сиротинину было всего 20 лет, когда его призвали на фронт. Его назначили старшим сержантом в артиллерийском полку, где он служил наводчиком. Когда разрозненные части Красной Армии отступали, а немецкие танковые полки подходили все ближе, артиллерийская батарея, в которой служил Николай, чтобы не остаться без прикрытия и подкрепления, готовилась к отступлению. Но чтобы танковые колонны не настигли их по пути, командир приказал расположить пушку у дороги и задержать продвижение противника. Он отдал приказ отступать и сказал, что за пушкой останутся 2 добровольца, которые и будут прикрывать отступление. Первым добровольцем стал сам командир батареи, а вторым вызвался 20-летний паренек Николай Сиротинин. Они нашли отличную позицию, с которой хорошо просматривалась вся дорога до самого горизонта. Замаскировав оружие в густом ржаном поле, командир приказал поднести снаряды. Николай взял все, что были, на всякий случай. Настало время затишья. Затишье перед свирепой бурей. Николай без устали вглядывался в дорожное полотно, пытаясь разглядеть врага на сливающемся и плывущем от жары горизонте. И вот показался головной танк. Командир ловким движением зарядил пушку бронебойным и задвинул затвор. Коля бросился к прицелу. Он отчетливо различал силуэт танка и определил его название. Это был основной на тот момент немецкий танк Panzer III. Они всматривались в приближающуюся колонну, сжимая кулаки и горя невыносимым желанием скорее нажать спусковой механизм и начать уничтожение врага. «Готовься!» Командир приготовил второй бронебойный и прильнул к спусковому механизму. Николай подкорректировал прицел, кивнул и прогремел выстрел. Головной танк остановился. Выстрел. Подбит бронетранспортер, двигавшийся позади колонны. Колонна в ловушке. Выстрел. Загорелся еще один танк. Среди немецких танков началась паника. Они стреляли из пулеметов, открывали огонь из основных орудий. Но стреляли во все стороны, кроме той, где находились артиллеристы. Спустя какое-то время им все-таки удалось обнаружить тщательно замаскированное орудие. Выстрел из танковой пушки обернулся ранением для командира. «Сержант, боевая задача выполнена, колонна задержана, уходим». Но оставалось еще около 60 снарядов, и Николай Сиротинин остался у пушки, продолжил вести огонь. Спустя 2 часа боя на счету Николая было 11 танков. 7 бронемашин пылали от его попаданий, а количество солдат и офицеров, погибших от его действий, перевалило за отметку 57 человек. Когда немцы подошли к позициям Сиротинина и призвали сдаться, он открыл огонь из винтовки. Он отстреливался до последнего, пока роковая вражеская пуля не остановила его. Немцы восхищались этим человеком, они признали его героем и похоронили по всем воинским почестям. Боевая задача выполнена, колонна уничтожена. Сержант Николай Сиротинин награжден орденом Великой Отечественной войны посмертно. Николай Сиротинин не стал народным героем, таким как танкист Зиновий Колобанов или летчик Николай Гастелло. О его подвиге мало что известно, и напоминанием служит лишь памятник, установленный в деревне Сокольничье. Но что известно точно, так это то, что своим подвигом он не только повлиял на исход войны, но и доказал, что один в поле воин. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.